Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 сентября. Давайте узнаем подсказки карт на будущее. Заглянем немножко вперед. Так вот, с 10 по 20. Вообще весь сентябрь месяц – это основная тема коридор затмений. И пусть начинается это с 7 числа, происходит лунное затмение. Но лунное затмение, оно только открывает, как поднимает наши эмоции или активизирует какую-то тему. А закончится 21 сентября солнечным затмением в знаке зодиака Дева. И что для нас очень хорошо, Солнце в Деве. И это критическое мышление. Это время подведения итогов, ну, наверное, уж тех, у кого какие получаются, но это время ясности. И не обязательно, что у нас с 7 по 21 происходит этот коридор, но оказывать влияние на нас будет весь месяц. Поэтому тут могут быть вопросы, которые, например, связаны с людьми из прошлого. Я такое допускаю. Это, конечно, не для всех, но тем не менее может заявиться какой-то персонаж. И это совсем не обязательно, что тот, кого вы ждете или хотите видеть. С другой стороны, может быть, и придется что-то отпустить. Кто-то сам может попытаться, прояснив отношения, окончательно понять «нет». Этот вариант не будет никогда. Иногда мы точку ставим именно в тех случаях, когда мы сами что-то инициируем. Причем так, это уже внимательно наблюдая. Это к чему-то приведет или придет, или будет от этого толк, или без толку все. Ну, у каждого свои методы, да? Ну, давайте мы с вами узнаем в нашем Таро-прогнозе для овнов, что же там будет с 10 по 20 сентября и знаки судьбы. Три карты, как три главных события, ключевых события. С чем это может быть связано? Подсказки, можем сказать, высших сил. Ну, вот какую информацию нам хотят передать карты, что нужно услышать. И далее. С чем вы успели проститься, в чем вы смогли, может быть, поставить точку, а вдруг оказалась запятая или многоточие? Будут ли такие вопросы? Ну, тут разные могут быть сферы жизни. Так вот, какая-то запятая или какое-то дежавю. Что прояснится? Что уйдет или уходит? Может быть, это не прямо буквально один день, а какой-то период. А что ж придет взамен? И мы достанем три карты. В основном, конечно, мы смотрим, как энергии по сферам жизни. Личная жизнь, любовь, отношения, мои дорогие овны. Ваши финансы. 10 дней, да, смотрим. И дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы, короче, у кого что. Итак, знаки судьбы. Первый знак судьбы. Любовь, верность, эмпатия. Самое главное, наверное, двойка кубков. Это, знаете, как взаимный энергообмен. Это не случайно карта. Я взяла метафорические карты 78 дверей. Почему? Потому что открытые двери или закрыты, ну или врата. Но вот они тут открыты показаны, потому что даже не зная карт, глядя вот на эту колоду, вы свою ситуацию, а мы ведь все разные, можете переложить на то, что нам показывают, да, или что нам как энергетика передается. Подарками обмениваются, мои дорогие. То есть нет вот этой игры в одни ворота. Нет, тут именно как аукнулось, так и откликнулось. Может быть и такой момент. Нам придется взаимодействовать, скорее всего, с какими-то людьми. Может быть, это даже если все же это у нас о любви, напрямую личная жизнь где-то больше по этой карте идет. Хотя, может быть, и дружба. Но это точно так же может свидетельствовать о том, что мы можем установить партнерские отношения по работе. Весь вопрос в дипломатии. И первая подсказка, вот как знак судьбы. Если человек тебе откликается, Овен, тогда и ты используй этот момент, ситуацию, это общение. Я должна сказать, что в этот судьбоносный период сентября, вообще весь сентябрь, у нас ничего не происходит просто так. Как и люди, так и события для чего-то нам нужны и важны, или это может быть продолжено. И мы не говорим, что это очень далекая дистанция, но для чего-то человек вошел в вашу жизнь.
Будьте внимательны. Вообще, конечно, добрые энергии. Вот такой знак судьбы. Ну и мы где-то отождествляем. Если мы готовы в этом участвовать, какой эквивалент мы получим? Вот такой первый знак судьбы. Ну и понятно, там, где нам закрыли дверь, туда мы не пойдем. Какое-то, может быть, бесцельное ожидание все же должно быть закончено. Вы можете сами, вот как я говорила до карт, инициировать, к примеру, какие-то отношения, написать, например, человеку, да, или даже по работе. Вы можете посетить какую-то организацию, если вы ищете работу, и, к примеру, хотите вы попасть в какое-то конкретное место, а в другое, ну, рассматриваете не в первую очередь, а во вторую. Так вот, нам карта говорит, если перед тобой закрываются двери, или тебе говорят, ну, подожди, или тебе ни да, ни нет, да, вот как детская игра начинается. Да и нет не говорите. И вот мы в таком подвешенном состоянии, непонятно, не сказали да, но вроде нет, тоже не сказали. И я сижу, жду. Так вот эта дверь никогда не откроется. Девушка пришла к двери, постучалась, присела на приступочек и думала, ну откроется же. И я встречу, увижу, контакт какой-то состоится. И девушка состарилась, и дверь заросла плющом. Вот куда, ну, перед нами закрывают или нас ставят в какое-то неудобное положение. Скорее всего, знак судьбы. Нам туда и не надо. И будем реалистами, дверь ведь это только аллегория. Здесь может быть как и ситуация затянувшаяся, когда мы сами понимаем, что ну вот нет смысла ждать. И это может касаться любой сферы жизни. Третий знак судьбы. Видимо, есть те вопросы, которые придется, может быть, согласовывать в инстанциях. Правосудие – это как карма. И да, дипломатия помогает, потому что трое спорят. Вот как будто, мои дорогие овны, если есть с кем-то конфликт, сведите его к нулю. Может быть, вам придется принимать какой-то компромисс, с кем-то договариваться. Ну, даже вот, к примеру, если какое-то сотрудничество или какой-то контакт, вы видите, вам может быть полезен на какой-то период времени, или сложный вопрос у кого-то решается в суде. Тогда карта говорит, что ты скорее медиаторством разрешишь этот конфликт или положишь ему конец и выиграешь больше даже, нежели ты будешь настаивать на своем, а потом будут какие-то двери закрыты. То есть вот есть какое-то направление в вашей жизни, куда дверь закрывается. И как знаменитые слова, когда дверь счастья, одна дверь счастья закрывается, на смену ей всегда открывается другая дверь. Но мы часто этого не замечаем, уставившись глазами в закрытую дверь. Вот, видимо, все же аллегория двери нам говорят, как вот в этой карте. Если вот трое спорят, да, на ступенях перед вот этими здоровенными дубовыми дверями, и не имеют эти двери даже ручки, они именно откроются от взаимопонимания или компромисса, или какого-то согласия. Может быть, вам еще и нужно какие-то вопросы буквально завершить в сентябре, прояснить, подписать какие-то бумаги, согласовать какие-то важные темы с чиновниками, понимать, как в отношении вас работает закон. Не приблизительно, а вполне конкретно. Это старший аркан. Это как по судьбе, мои дорогие. Здесь у кого-то может и, знаете как, ну, правда, справедливость восторжествовать. И, ну, могут быть какие-то варианты, да? Может быть, даже судебный вопрос. Вот мы же все разные, у кого-то дела в суде. Я могу допустить, у вас вот как эти две, наверное, первые карты, тоже где-то как подсказку, знак судьбы. Что-то ты решишь. А может быть, какой-то компромисс будет в том, что тебе придется от чего-то отказаться. И, кстати, в коридор затмения это тоже как раз возможно. Может быть, это и когда мы сами тоже понимаем, решая какой-то иной вопрос. Кто-то решает вопрос по части жилья, купля-продажа. И я просто приведу пример. Вы хотите получить одну какую-то сумму, а вам предлагают, ну, как подвинуться в цене. И тогда, может быть, и есть смысл рассмотреть. То есть все же компромисс какой-то, и все должно быть по закону. Вы сами проверяете, кстати, бумаги важные, где вы ставите печати, подписи. Ну, печати, если вы руководитель или у вас есть личная печать.
Ну и подпись. Под что вы подписываетесь буквально? Ведь опять же эта карта кармы может говорить. И если мы где-то не продумаем некоторые детали, то всегда это, вот я говорила, аукнется, как аукнется, так и откликнется. Чтобы не было в будущем для нас каких-то проблем из прошлого, мои дорогие. Вот теперь нужно знать что-то наверняка. Опять же, ясность. С чем вы успели проститься или поставить точку, а оказалась запятая? Паж Пентаклей. Ну, это все пажи, в первую очередь, какие-то вести. Вести могут быть и от детей, у кого-то так, может быть, и взрослых детей. Здесь все-таки Пентакли. Часто это когда мы учимся какому-то проекту, поэтому я могу сказать, что и какой-то человек может проявиться, да, к вам, но это паж, это какая-то незрелость. Может быть, с каким-то вопросом, предложением. Может быть, все же у него может какой-то интерес и присутствовать. Вот этот такой витиевато закрученный предмет, поначалу кажется, что два кольца переплетенных, а на самом деле нет. Это что-то очень замысловатое такое, которое, может быть, знает он один. И нам показан паж в шутовском костюме. То есть какая-то тема у человека или человек со своим интересом, но буквально пытается войти в нашу жизнь или со своими интересами. И незрелость, если мы говорим, неважно сколько лет этому человеку, да, мы говорим о детях, но это может быть и почтенного возраста человек. Ну, все у нас взрослеют по-разному, будем реалистами. Но ко всем, наверное, тем вопросам, которые когда-то мы хотели, может быть, осуществить или планировали сотрудничество, здесь на какой-то новой стриженной козе к вам и могут заявиться. Или, пусть это не буквально какой-то визитер, может быть, это звонок, мои дорогие овны, напишет кто-нибудь в мессенджерах, будьте внимательны. Нам карта не говорит однозначно «да» или «нет», но в принципе такое может быть. Хорошо, идем дальше. Что же прояснится? Но это вы сами. Королева жезлов в триумфальной арке из цветов. И если меня смотрят мужчины, мои дорогие, это может быть вопросы любви, женщина, которая влечет, манит. По королеве жезлов это правда проходит страстно иногда любовь, чувство именно мужчины к женщине. А для вас, мои дорогие девочки, это вы как магнит притягивать можете внимание противоположного пола. Но королева жезлов, она на своей волне. Она уже прошла какой-то очень сложный путь проб и ошибок. Еще раз грабли находить ей не хочется. Поэтому она никому не говорит ни да, ни нет. Она научилась не выносить вердикты. Она научилась, пока я что-то не разузнаю, я никому ничего не обещаю. Вот, кстати, мы об этом с вами говорили. И она наиболее удачлива, как и в правильном распределении денег, и в правильной работе с информацией. В этой колоде у нас нет черного кота, который обычно в классических колодах Таро. А это как раз и символизирует то, что мы учимся, ну, не бежать впереди паровоза. Именно потому, что какой-то минус мы уже пережили, может быть, и тяжело было восстановиться. Я такое тоже допускаю. И мы теперь учимся себя беречь. Но вы на своей волне, что прояснится. Я могу сказать, что это вы способны прояснить то, что для вас вот именно наиболее актуально. Хотя я допускаю, что это может быть и какая-то персона, мои дорогие, которая вас, ну, вот так вот притягивает, как магнит. Такое тоже может быть. И вы будете искать о ней информацию. Хотя, вот мы говорим, закрытых дверей нет. Это то, что вы хотите. Вы командуете парадом. Но где-то благоразумие, осторожность, мы уже об этом с вами говорили, и знать, как работает закон, смотря какие планы у вас стоят. Но дверь, это ведь вы как будто за этой дверью. По пажу Пентакли мы спросили, позиция кто или что, да, с чем мы успели проститься, а что вернется. Но тут кто нам буквально? Может вернуться и какая-то новость, кстати. И может быть она связана с какой-то юриспруденцией, но точно так это и человек,
Но мы за закрытой, повторяюсь, дверью. Это к нам кто-то пытается войти. Это до нас кто-то пытается достучаться. Будьте к этому готовы. Делите как минимум так вот пополам. Ищите вот эту информацию, с чем пришел человек. Зачем ему это нужно? Вот, наверное, основной вопрос. Что же уйдет? Вранье. Вот так и хочется сказать мне. Обманы. Ну, это то, что нас водили за нос, например, да, нам что-то обещали. Или какая-то хитрость. Вот тут, правда, справедливость у кого-то может восторжествовать. Восторжествовать, кстати, справедливость тут ведь, знаете, правильно оцениваете ту ситуацию, в которой вы находитесь. Не всегда то, что мы думаем, я говорила, может, и придется договариваться. Поэтому тут настаивать на своем ни одна карта говорит. Нет, тут есть с одной стороны взаимодействие, с другой стороны закон. Поэтому, будь то это касается бумаг, документов, дел, контрактов, работы, бизнеса, будь это касается взаимоотношений. Ну, понятно, вот куда нам не надо, да, и кого нам не надо, то мы и не пойдем, и не впустим. Но вот, видимо, где-то вот эти две карты могут говорить о том, что у вас действительно что-то проясняется. Какая-то очень сложная ситуация. Семерка мечей – это всегда, ну, карта воришки называют, да, может быть и правда, какой-то минус по финансам. Почему это случилось? Или почему я потратила, или доверилась, или доверился. Где мои деньги? Да, буквально такое может быть, потому что, несмотря на то, что это мечи и вроде интеллект, мы сами додумываем, анализируем, конечно, какую-то ситуацию, но к этому анализу нас подтолкнула какая-то материальная ситуация или минус, или чье-то очень хитро сделанное поведение, мои дорогие. Вот у вас поэтому будет проясняться по взаимоотношениям, я бы сказала. А что придет взамен? Ну вот, видимо, это неизбежно. Знаете, мы становимся в такую оборону, потому что мы понимаем, нам врали. Вот. Да, вранье уходит, но какой-то период вам захочется себя сохранять. Сохранять вот в золотой клетке, да, но нам карта еще и говорит, ты ж тут не задержись, потому что можем задержаться. Мы, ну, где-то сейчас, может быть, вы слушаете интуицию, еще где-то недавно начали пользоваться как подсказками собственной души, а до этого у вас другие были методы. Все-таки вы больше открыты люди, вы люди действий, активности, нежели вот этих размышлений, таких глубоких, самокопания. Они, конечно, есть у каждого. Но вы как-то этот промежуток проходите быстрее. Ну, по крайней мере, это свойственно большинству представителей знака зодиака Овен. Нет вот этой вот философии, которая может тянуться месяцами. Ну, Овну это, он скучать начнет, скорее всего. Поэтому я так думаю, что по девятке мечей, ведь это тоже карта искаженного восприятия. Мы можем, знаете, потом, обжегшись на молоке, дуть на воду и уже подозревать всех подряд. Но, может быть, это по девятке мечей мы и сами. Все-таки мы смотрим именно колоду 78 дверей. Дверца открыта, человек не выходит. И чаще всего это то состояние, когда мы, ну, мы как абстрагируемся от мира. Нам либо все надоели, либо мы устали, либо нам нужно привести и мысли, и тело в порядок. Но просто будет, знаете, самая главная задача – не задержаться вот в таком состоянии. Будьте внимательны, потому что если что уходит, да, семерка мечей, мы сказали, какой-то обман или какая-то чья-то хитрость, мы ведь какое-то время тоже, знаете, так вот как обезоружены, как такое могло быть. Как мог поступить человек? И чаще-то это такими неправильными методами действуют те, кому мы доверяем. Вот в чем вопрос. Кому мы не доверяем, так мы им не доверяем. Мы уже подозреваем, ну, сейчас вот жди чего-нибудь, верно? А тут и чаще всего это происходит с теми, иногда друзьями, но иногда и родственниками. Ладно, давайте пойдем вперед. Личная жизнь. Но кто-то себя сохраняет, мои дорогие девочки, потому что вы ждете ребенка. Перекладывайте на себя сообразно возрасту и поставленным целям. Но даже в личной жизни не все однозначно. Может быть, это не именно про любовь, хотя
со знаком плюс, мои дорогие, я должна сказать, у вас карта любви. Так вот, когда Луна, эмпатия, вот лунное затмение, мои дорогие, у вас какая-то тема может активизироваться в районе 7 числа. Или уже мы на 10 смотрим, кто-то смотрит раньше это видео. Может быть и даже первые числа, а то и самые последние числа августа. Почему? Лунное затмение как раз активизирует, ну, вот этот коридор. Те процессы, может быть, сложные, у кого-то разрушительные, потрясения. Вот такое даже может быть. Это то, что произошло с мая и до конца августа, ну, у кого-то буквально до последних дней. То есть вот такая дистанция. И вот теперь шаг за шагом вы это будете прояснять. Вы действительно сами можете закрываться. Но по этой карте и себя нужно, конечно, поберечь, не без этого. Но если мы про любовь, то тогда карта Луна все-таки добавляет, знаете, как тепло домашнего очага, эмпатия. Нет много доверенных лиц, но один человек, тот надежный, кому мы можем доверять, кого мы любим, кто любит нас, причем любит, знаете, бесхитростно. Потому что вот мы такие есть в его судьбе. И это на самом деле здорово, без меркантильности. Но во всех остальных случаях, может быть, личная жизнь не обязательно про любовь. Это могут быть ситуации, я уже говорила, у кого-то с родственниками или личная жизнь. Может быть, вопросы дома, к примеру, да? У нас изображена дверь. Это дверь по замыслу творца этой карты. Это Пизанская башня, поэтому она под наклоном. И нам обязательно в целях самосохранения нужно попасть за эту дверь. Нет у нас замка, и в данном случае у нас выступает хамелеон стражем дверей. Для того, чтобы нам попасть в эту цитадель, это как башня, как место безопасности, нам придется договариваться с хамелеонами. Ну, переложите на себя, вот как знаки судьбы, то, что я говорила в самом начале, где-то может пересекаться и с этим старшим арканом. Финансы, королева мечей. Правда, тут интеллект, и нужно что-то просчитывать. И, скорее всего, как пересчитать. Может быть, от чего-то, ну, как отказаться, отрезать. Может быть, это то, как раз то, что вы узнаете, или каким-то образом вам не перспективно, не полезно. Но это рационализм, это логика. И никаких эмоций. Ну, наверное, все то, что касается темы финансов, вы, правда, будете для себя как новую стратегию, тактику на будущее отстраивать или просчитывать математически. И вполне вероятно, ну вот этот как в бухгалтерии дебет, кредит, вы как-то можете пересмотреть. И все в вашей власти, закрытых дверей нет. Но тут самое главное не подзастрять, как я говорила, в девятке мечей или в какой-то, ну, обороне. Да, может быть, привести и мысли, и тело в порядок, это шикарно. Но себя вовремя остановить, сказать, что нет, куда-то меня не в ту сторону повело. А в плане рационализма никаких не должно быть иллюзий, мои дорогие. Будьте внимательны с деньгами. Может быть, и вы эти 10 дней не согласитесь на какие-то обещания. Вот тут ведь иногда эта карта может о чем говорить. И пятерка мечей. Пятерка мечей – это первая победа, да, тоже мы иногда называем. Вроде бы мы настояли на своем, а потом время прошло, и мы думаем, елки-палки, а вот как-то я зря так поступила или поступила. Я закрыла, может быть, или закрыл какие-то двери, контакты с человеком, а теперь как нарочно мне этот человек и нужен для решения некоторых вопросов. Тогда это вы будете думать, каким образом мне найти контакты и, ну, все-таки решить эту ситуацию. Договариваться тогда точно придется. Тогда не ждите. Тогда придется как-то, ну, так мудро действовать самому. Но в любом случае тут рационализм на финансы. Дела, работа, бизнес, ваши достижения, мои дорогие. Ну вот, наверное, мы, если с вами о дипломатии, карта силы, вот лев нам изображен, тоже страж дверей. Дверь, на которой расположена лимниската, как у мага, ведь это, кстати, аркан женской силы чаще всего, и все то, что я говорила по королеве жезлов, здесь это в особом ракурсе. Вы, мои дорогие девочки. Для вас, мои дорогие мужчины, может быть, и контакты даже по работе с какой-то
очень притягательной, интересной женщиной. Может быть, руководитель. Но все же мы смотрим энергетику. Эта карта опять же вторит о дипломатии, о договоренностях и больше компромиссах, потому что страж дверей. Но, тем не менее, лев прообраз нашего эго. Мы хотим поступить как-то по-своему. А по-своему тут не получится, карта говорит. Тут придется искать компромисс. И если лев не препятствует нашей прекрасной деве, чтобы эта дверь открылась, то только лишь потому, что он не чувствует агрессии. Поэтому от вас, наверное, напора какого-то. Вы люди активные. Не все вопросы мы можем решить только лишь одной активностью. Чаще дипломатией. Примите это к сведению. Но у вас достаточно сил. Но, может быть, даже тот проект, который у вас несколько притормозился, пересмотреть, переиграть, увидеть, наиболее прогрессивные какие-то стороны, что есть смысл продолжать, а что нет. Но вообще шикарная карта на продвижение, на достижение желаемого. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. Я благодарю за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.